Добрый день, мои дорогие рисующие друзья! Сегодня у меня для вас есть материал, идея, как занять вечерок или утро, у кого уж как, с пользой. Спешу представиться тем, кто со мной не знаком. Меня зовут Юля Сайфан, я художница. Сегодня видео на тему композиции. В своих видео я часто твержу о том, как полезно копировать, задавая себе вопросы, что конкретно нужно выявить, забрать из работы в мастера, чтобы была польза для вашей дальнейшей работы. На ютубе нашла интервью с художником Игорем Шипилиным. Помимо того, что он обаятельный человек, без доли звездной болезни, очень интересный пленерист. Помимо солнца, света, работы с тоном, очень грамотная работа с композицией. И видно, что это уже идет у мастера от интуиции. Мне захотелось по пятнам разобрать и посмотреть это как скелет, что же внутри его работ. Для того, чтобы и вам было полезно и понятно, каждую работу я перевела в черно-белое, увеличила контраст и сделала фильтр, чтобы вы могли видеть пятнами так, как происходит у художника в голове, когда он пишет свою работу. Под этим видео есть ссылка на папку в Пинтересте. Называется эта папка «Упражнения на основе работ художника» Шипилина. Открывайте каждую фотографию по отдельности, сохраняйте на компьютер и делайте выводы. Анализируйте то, что вы видите, что превращается в белое, что в серое, а что в черное. В зависимости от материала, которым вы пишете, работа ведется от светлого к темному или от темного к светлому. Что это значит? В акварели намечают самые светлые места, а затем уже думает о том, что будет средним и что будет самым темным. В гуаши можно начинать от среднего, то есть по тону, вот как здесь средний тон у меня вот этот фон. Затем я взяла самое темное, а потом самое светлое. Сегодня я с вами поговорю о тональной растяжке. То, что вы видите сейчас на экране, я пишу пятнами, абсолютно не думая о форме. Смотрю количество темных и светлых пятен, которые в работе у Шипилина. Простой сюжет: справа пирс и беседка, а слева берег. Но в то же время ритм этих белых удивляет, потому что тут работа с негативным пространством. Все, что находится между предметами, она работает так же прекрасно, как и сами предметы. Меня так часто спрашивают, как же разобраться с цветом. У меня всегда на это один и тот же ответ: разберитесь с тоном. Как только поймете, как работает тон, еще полшага, даже не целый шаг, до понимания цвета. Когда я разбирала этот натюрморт, думала, как же он похож
на один из пейзажей, который я недавно копировала. Красная чашка чуть дальше баллона с цветами пропала навсегда, потому что она по тону сливается с тенью стола. У Шипилина прекрасные натюрморты, на заднем плане которых пейзаж. Такое взаимодействие, гармония того, что на заднем плане и на переднем. Самая светлая часть этого натюрморта – цветок, который почти посередине. Я училась в художественном училище в начале 90-х в Ростове-на-Дону. Были учителя разного возраста, но молодые, конечно, были самыми большими новаторами. Один из них преподавал нам по лекциям Йоханнеса Итона. И это, конечно, оставило очень большой отпечаток в понимании. Не так, чтобы все сразу было понятно, но по истечении времени я вижу, как много рационального в том, что он объяснял. Все говорят о цветовом круге Итона, но мало кто говорит о тональной растяжке, которую он тоже рекомендовал делать. Это от черного к белому. В принципе, то, что я делаю сейчас, думая о тоне, потому что от черного к белому есть бесчисленное количество тонов. Из книги Йоханнеса Итона «Искусство цвета» мы выстроим последовательный 12-ступенчатый ряд серых тонов, начиная от белого до черного. Очень важно, чтобы ступени были выстроены строго в одинаковой степени затемнения. Серый цвет средней яркости должен быть расположен в центре шкалы, а каждая ступень быть абсолютно одноцветной и свободной от пятен, причем между ступенями не должно быть ни светлой, ни темной линии. От себя уточню. То, что было последним сказано, что между плашками тона не должно быть ни линии, ни темной, ни светлой, потому что когда мы пишем работу, мы кладем один цвет рядом с другим. У каждого цвета есть своя тональная насыщенность. Это как раз-таки тренировка живописного процесса. Вот такая тональная растяжка. Не было задачи сделать 12 ступеней посередине. Было сказано максимально. Одна девушка сделала 40 с чем-то ступеней. Это был, конечно, грандиозный труд. Никто не смог сделать больше ступеней, чем она. Спасибо за ваше внимание. Я рассказывала, что у меня весенняя аллергия на цветение, поэтому мой голос не всегда хорошо звучит. Если вам понравилось это видео, на моем канале есть еще. У меня есть плейлисты по композиции, по теории цвета. Пожалуйста, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставайтесь на моем канале.